Друзья, здравствуйте! В этом видео я покажу наше приложение «Импорт списки и бизнес-процессы». Если вы работаете со списками, настраиваете автоматизацию или внедряете бизнес-процесс, то наверняка сталкивались с задачей массового создания элементов. И обычно это либо ручная работа, либо сложный скрипт через REST API Bittrex 2.4. Мы сделали решение, которое позволяет безопасно, удобно импортировать данные напрямую в списки и списки бизнес-процессов с защитой от дублей, автоматически создавать разделы и режимом тестового запуска. В этом обзоре я покажу, как устроен импорт, как работает защита от дублей, как создаются разделы автоматически и как проверить данные перед загрузкой. Итак, поехали. При запуске нашего приложения у вас открывается данный интерфейс, в рамках которого вы видите адрес вашего портала, какое количество дней осталось до тестового периода. Изначально приложение поставляется в тестовом режиме на 7 дней, после вам необходимо будет приобрести подписку для того, чтобы его использовать в своей работе. На главном экране есть возможность сразу выбрать тип сущности, в которой вы хотите поработать. Первым делом давайте попробуем загрузим наши филиалы. У нас есть универсальный список, в котором на текущий момент есть одно поле, а также есть возможность выбирать разделы. Давайте попробуем в этот универсальный список массово загрузить все наши филиалы. Разделами будут являться города, в которых эти филиалы находятся. Так, у меня есть заготовленный шаблон. При выборе определенного процесса у вас есть возможность нажать кнопку «Открыть» и посмотреть универсальный список, который вы выбрали. Также система показывает все поля, которые к этому списку относятся. У нас в рамках данного списка есть только одно поле. А также показывает разделы, которые на текущий момент есть. Разделов у нас в рамках данного списка тоже отсутствуют. Также есть возможность скачать CSV файл, но о нем мы поговорим позже. Я чуть позже вам покажу, как его можно использовать. Итак, в системе существует два формата импорта данных в виде текста, где вы сразу в текстовое поле можете занести данные, которые вы хотите импортировать, и сразу же отсюда произойдет импорт. Также есть возможность импорта через CSV, о котором мы поговорим чуть позже. У нас есть уже подготовленные данные, которые мы будем импортировать в наш универсальный список. Название филиала, поле, которое есть, будет содержать в себе филиал. Секция, то есть раздел, это будет наш город. Сейчас данный список у нас наполнен пустой. Также вы можете параметры импорта задать при совпадении названия элемента самого главного первого поля. Система может пропускать элементы, обновлять, либо же игнорировать и при этом все равно добавлять. Также есть возможность исключить разделы при импорте, если они вам не нужны, если вы их не будете использовать в работе. Также есть возможность сразу проверить данные, будут ли они загружаться или нет. Если в них есть какие-то синтаксические ошибки, система сразу в логе вам это покажет. Ну и давайте попробуем сделать первый импорт. Как мы видим, система успешно импортировала наши данные. Давайте попробуем обновим наш универсальный список. Мы видим все разделы. Разделы, собственно, это города. И при заходе в определенный город мы видим филиалы, которые сюда привязаны. Дальше мы можем это использовать. Также система сразу показала, сколько всего загрузила, сколько добавила, сколько пропустила, сколько было ошибок. А также показала детальный лог этой информации. Итак, теперь давайте попробуем сделать импорт через CSV файл. Очистим все данные. У нас есть возможность выбрать CSV файл. Как раз таки, когда мы заходим, сейчас мы будем работать не со списками, а с бизнес-процессами. У нас есть бизнес-процесс, который называется «Счет на оплату». В рамках данного бизнес-процесса у нас есть привязанные элементы другого бизнес-процесса, который называется «Города». И города — это, собственно, наименование поля. Область — это раздел, в котором этот город находится. У нас есть такой бизнес-процесс, который называется «Города с областями». Если мы его выберем, система показывает сразу поля данной сущности. Сейчас у нас здесь только одно поле, которое называется название города.
При необходимости, как уже ранее говорил, есть возможность скачать шаблон CSV. Те поля, которые будут использоваться в шаблоне, давайте покажу на каком-то другом списке. Предположим, на этом. Мы когда скачиваем CSV шаблон, у нас есть возможность сразу работать с готовым файлом. Готовый файл выглядит таким образом. То есть все поля, которые есть, они автоматически подставляются. Нам достаточно просто заполнить таблицу и готовую таблицу импортировать в наш Bittrex 2.4, в наш универсальный список. Мы же будем использовать для этого бизнес-процесс, который называется «Города с областями». У меня уже есть готовый файл заполненный. Как ранее сказал, названием города, собственно, это поле, а раздел — это область, в которой находится тот или иной город. Давайте выберем наш файл. Выбрали наш файл. Система сразу показывает превью данных первой строки, в которых мы можем убедиться, правильно ли сопоставились поля или нет. Также мы можем выбрать параметры при совпадении названия, пропускать, обновлять или добавлять, о которых мы говорили ранее. Проверим данные. Видим, что с данными все в порядке. Данные должны загрузиться корректно. Импортируем. A few moments later. Данные импортировались у нас. Смотрим. Заходим в бизнес-процесс. Да, видим, что все в порядке. Показываем разделы. Разделы у нас были... Это регионы, в которых находятся. Теперь можем перейти в определенные регионы и посмотреть города, которые здесь находятся. Все происходит довольно быстро, оперативно, в рамках одной системы. Если вы администратор портала, внедряете автоматизацию или работаете как интегратор, это приложение серьезно экономит время при массовом вводе данных. Оно не требует серверных доработок, работа через официальный REST API и позволяет контролировать импорт через превью режимы. Ссылка на приложение будет в описании к этому видео. Если есть вопросы, пишите в комментариях или свяжитесь с нами по контактам, которые указаны также в описании. Подписывайтесь на наш канал. Дальше будет много разборов, реальные инструменты для автоматизации и практические кейсы внедрения. Спасибо за просмотр.